Всем привет! Помните пилу сабельную в одном из моих видео, у которой внутрь двигателя попал гвоздь и наделал здесь дело. Он покоцал статор и покоцал ротор. Здесь даже проволочка отвалилась. Как я тогда говорил, что это было по гарантии сдано. Вот, в итоге выяснилось, что гарантийный, это постоянная организация, которая к нам приносит. Они просто сначала принесли пилу, сказали, что есть гарантия. Покупали они это не в нашем городе, в другом. В итоге мы ждали, пока они принесут гарантийный лист. И они его так и не принесли, то есть они его не нашли. Но даже если бы они его принесли, я вот сейчас покажу, что это была бы не гарантия. Вот, гарантийные обязательства не распространяются при наличии повреждений, вызванных попаданием инородных тел внутрь инструмента через вентиляционные отверстия. Ну и короче, в итоге они согласились ремонтировать это все дело за деньги. Так что снимаем статор. Отсоединяем статор от выключателя. Отсоединили. Теперь снимаем со щеткой держателей пружины вот эти. Так, чем бы их снять? Пружины сняли и откручиваем два самореза. Походу аккумулятор сел на шурике. Здесь запоминаем, где у нас выходили провода. Белый вот здесь, черный вот здесь снизу. Снимаем вот эту штуку и вот такими движениями выбиваем. Все, статор мы освободили. Откладываем и берем новый. В такой коробке он поставляется. И вот так выглядит. Мы вставляем все это дело обратно. У нас редуктор газовый есть на баллоне, вот этот фильм. А вам нужна горелка, да? Горелка, редуктор, шланги, все. Ну, шланг у нас есть. Разные длины эти шланги.
Смотрим, чтобы внизу провода нигде ничего не передавило. Все, задвинули статор до конца. И закручиваем. Закрутили и пытаемся установить пружины. У кого рука маленькая, как у меня, можно это руками сделать, либо специальным крючочком. Иногда пружины одеваются очень легко, иногда на это уходит много времени. Вот одно отдел. Чисто вот так двумя пальцами. Называется «Поиграем в гинеколога». Да, Серег? Кто электрик, тот знает, когда Земсков Алексей называл тех ребят, которые распаивают коробки в подрозетниках, гинекологами. Фу. Короче, с этой стороны крючочком помог. Все. Статор установлен. Подключаем обратно выключатель. Теперь устанавливаем назад фильтр помех. И соединяем контакты. Подключаем провода к выключателю. Подключаются они на зажимах, без каких-либо болтов и винтов. Вложили кабеля, закрываем крышку. Откладываем в сторону и берем наш ротор. Ротор у нас 511А03. Вот он, новый ротор. Старый, как мы помним. И прогорел, и повредился. Ну, здесь все просто. Ставим на место и закручиваем на 2 болта. И вот такие болтики под шестигранник.
Установили ротор. Теперь защиту статора одеваем. И соединяем корпуса. И ставим щетки на место. Проверяем. Все прекрасно работает. Теперь выворачиваем обратно чехол. И устанавливаем на место чехол. Чтобы кожух легче наделся, можно смазать его ВДшкой чуть-чуть. Или валерой. Ну и устанавливаем на место башмак. Все, башмак установили. И теперь уже точно 100% готово. Можно сравнить с 3050. Как они по количеству хода будут. Тут, конечно, не видно. Нужна камера специальная, которая замедленно снимает съемку замедленную. Ну вот, еле нажимаю, левая намного быстрее работает.
Ну, на этом, в принципе, все. Всем пока.